Приветствую всех, кто чувствует, что последние дни будто наполнены тревожной энергией. Словно сама Земля пытается перевести дыхание после мощных космических ударов. Вы на канале «Голос истории». Напишите в комментариях, из какого вы региона и как вы переносите эти дни. Ваши наблюдения помогают нам отслеживать, как солнечная активность влияет на людей по всему миру. После серии бурных и изматывающих штормов солнце наконец начнет немного стихать. 11 ноября магнитное поле Земли перейдет из сильно возмущенного состояния в умеренно нестабильное. По прогнозу лаборатории солнечной астрономии и данных Центра прогнозирования космической погоды НОАА, уровень Кей-индекса снизится до 4 баллов, что соответствует слабо возмущенной геомагнитной обстановке. Но даже это не повод расслабляться, активность звезды остается высокой. И любое новое вспыхивание может вновь дестабилизировать поле планеты. Магнитосфера Земли сейчас ослаблена. За предыдущие дни она приняла на себя серию мощных ударов от корональных выбросов и солнечных вспышек М и 10 класса. Потоки плазмы буквально раскачали магнитный щит планеты, создавая колебания, которые ощущались даже на средних широтах. Поэтому даже при кажущемся снижении активности Земля продолжит испытывать внутренние вибрации, а чувствительные люди последствия недавнего шторма. Астрономы фиксируют постепенное снижение плотности солнечного ветра, но скорость частиц все еще остается высокой. Около 500 км в секунду. Магнитные линии на поверхности Солнца пока неустойчивы, особенно в активных областях, которые сохраняют конфигурацию бета-гамма-дельта. Это значит, что вероятность новых вспышек остается значительной. А прогнозы геомагнитной погоды по-прежнему могут меняться каждые 3 часа. 11 ноября станет переходным днем, моментом передышки между всплесками активности. Однако именно в такие дни возможны неожиданные выбросы. Если на Солнце произойдет новая вспышка, даже небольшая, ее эффект может быть сильнее обычного. Ведь магнитосфера Земли ослаблена и менее устойчива к ударам, поэтому специалисты предупреждают, следить за обновлениями стоит особенно внимательно, ведь спокойствие может оказаться временным. Для метеозависимых людей этот день будет неоднозначным. После нескольких дней повышенной нагрузки организм все еще адаптируется к изменившемуся магнитному фону. Возможна усталость, раздражительность, головные боли, легкие скачки давления. Даже если буря пошла на спад, влияние на нервную и сосудистую систему сохраняется. Постарайтесь больше отдыхать, не перенапрягаться и избегать эмоциональных перегрузок. Вечером 11 ноября возможно появление коротких полярных сияний. Остаточные следы предыдущего шторма все еще будут колебать верхние слои атмосферы. Это станет напоминанием о мощи недавних событий и о том, как тесно связаны процессы на Солнце и жизнь на Земле. Ученые отмечают, каждый подобный цикл активности оставляет отпечаток в магнитной памяти планеты. Солнечные данные показывают, что активность постепенно смещается к экваториальной зоне звезды. Это говорит о приближении пика 25-го солнечного цикла, когда вспышки станут более частыми, но иногда и короткими. Поэтому ноябрьские колебания – лишь предвестие более мощных событий, которые могут развернуться уже в декабре. Геомагнитная обстановка 11 ноября будет меняться каждые несколько часов. Утром можно ожидать относительного спокойствия, но к вечеру возможны новые волны активности, если солнечный ветер усилится. Ночь принесет относительное затишье, однако специалисты продолжают наблюдение в режиме реального времени. Любые изменения на Солнце моментально отражаются на Земле. Поддержите канал «Голос истории» лайками и комментариями, это помогает распространять прогнозы и предупреждать людей. Подписывайтесь, чтобы не пропустить обновления. Если активность снова начнет расти, мы сообщим об этом первыми. И обязательно напишите в комментариях, как вы себя чувствуете в эти дни. Ведь реакции людей часто отражают магнитную динамику, точнее приборов. С вами был канал «Голос истории». Берегите себя и своих близких.